go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим шикарные гибридные наушники от компании Yanin стоимостью $399. И приходят они в довольно крупной по габаритам коробке с абстрактным оформлением, где на лицевой части здесь указано название этой модели, а именно Canon Pro, а тут присутствует логотип компании, а здесь уже указана конфигурация используемых излучателей в этих наушниках. Ну а сзади уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм и 6 арматурных излучателей, но чувствительность составляет 104 дБ и они получили сопротивление 18 Ом. Поэтому сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Хороший медный кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Два набора силиконовых амбушюр. Инструкция по использованию наушников. VIP-карточка. Ну и сертификаты качества. Наушники довольно крупные, выполнены полностью из гипоаллергенной смолы и имеют очень приятное абстрактное оформление лицевой панели с россыпью кристаллов и логотипом компании на правом наушнике и надписью Canon на левом. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом находится единственное отверстие для компенсации, защищенное металлической сеточкой. И тут же рядом находится блок с двумя переключателями, которые регулируют низкие частоты. И самый басовитый вариант — это когда сразу два переключателя активны, как сейчас в моем случае. Ну а самый сбалансированный — это когда активен только первый переключатель. Впрочем, он же является стандартным вариантом сразу из коробки. Но вы также можете полностью деактивировать оба переключателя, если, например, для вас по-прежнему много баса. Ну а я же по большей части прослушивал эти наушники, активировав сразу оба переключателя. Ну а здесь у них на внутренней части указано название этой модели и серийный номер моего экземпляра. А звуковод у этих наушников металлический, имеет диаметр 6 мм и получил выделенный бортик для более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой. Ну а сидят в ушах эти наушники, конечно же, отлично, и к их удобству и посадке у меня вопросов никаких нет, так как это максимально комфортная посадка с поистине шикарной звукоизоляцией на уровне других топовых флагман моделей, что мы с вами рассматривали за последнее время, коих было реально немало. Ну и кстати, амбушюры из комплекта довольно хороши, и вы можете без проблем прослушивать эти наушники именно с ними. То же самое касается и комплектного медного кабеля, но при желании, конечно, его можно поменять. Впрочем, что я собственно и сделал. Ну а приобрести гибридные наушники Yanin Canon Pro вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Но все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Yanin Canon Pro. И эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ при использовании сразу двух переключателей, либо 7 дБ при использовании только первого переключателя. Ну и 5 дБ мы получим, если полностью деактивируем оба переключателя. То есть разница не сказать, что тут прям супер огромная, но тем не менее она есть и она сразу слышна, особенно если выключить полностью все переключатели. Ну а далее здесь следует ранний переход к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится ровно на 2,5 кГц. И усиление в этой области будет даже меньше, чем на моем таргете, что прям очень удивительно. Поэтому звучат эти наушники очень и очень нейтрально. Я бы сказал даже так, что это одни из самых нейтральных в этом диапазоне наушников, что я слушал за последнее время. Но при этом здесь есть и достаточное количество энергии и драйва, чтобы звучание в этой области не воспринималось сухим или слишком скучным. Да и высокие частоты тут максимально протяженные, буквально до 20 кГц, что является просто превосходным результатом. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно.
Низкие частоты в Yanin Canon Pro — это, пожалуй, то, что ты начинаешь ценить сразу же с первых секунд их прослушивания. Но я должен отметить, что здесь точно нет никакой попытки навалить вам в уши избыточно басхедного баса ради вау-эффекта. Вместо этого ты здесь сразу слышишь, насколько бас тут чистый, прозрачный и по-настоящему контролируемый. Он точно не лезет вперед, не давит и не раздувается, но при этом присутствует очень уверенно и четко, задавая прочный и очень красивый фундамент. И сабас у Canon Pro уходит достаточно глубоко, но делает это без гула, без мутности и без намека на какую-то ватность. Он звучит очень открыто, чисто и воспринимается скорее как четкий контур, чем как безумно нахлынувшая на вас волна. И ты не просто слышишь низ, а ты буквально его чувствуешь, как он слегка отпружинивает, как быстро срабатывает и также как очень быстро затухает, не оставляя после себя никакого там затяжного послезвучия. В общем, это именно тот саббас, что не старается приукрасить музыку, а как бы очень аккуратно подчеркивает ее структуру, нюансы и ритм. А вот мидбас здесь подан очень интеллигентно и слегка даже расслабленно, но зато он очень собранный, быстрый, но точно не жирный. Он не уводит здесь звук в какую-то темноту и не добавляет от себя там избыточной теплоты, как бывает уже у некоторых моделей с более приподнятой нижней серединой. Зато он дает нам отличное ощущение телесности, живого тела удара, при этом не мешая детальности как вокала, так и инструментам. И этот мидбас словно так живет строго в своей зоне, не забирает на себя лишнего внимания, но в то же время ощущается очень насыщенным и полновесным, когда это нужно. И особенно приятно, как здесь отрабатывается атака, и она реально очень быстрая, я бы сказал даже прям мгновенная, но при этом она не сухая. Каждый удар по бочке, каждый щелчок бас-гитары — это словно такое точное, короткое и собранное движение, которое ощущается не как какая-то тяжесть на вас, а как очень такая упругая отдача. И мне кажется, как раз таки в этом вся фишка, так как ты получаешь и панч, и ощущение физического контакта, но без дополнительного какого-то напора и перегруза, как, например, в басхедных наушниках. В общем, это своего рода очень такой аккуратно дозированный импульс, который придает звуку и драйв, и энергию, но не превращает его в гулкую кашу. И что лично для меня важно, это то, как в Canon Pro слышны различные текстуры. И ты не просто слышишь басовый удар, а ты реально можешь различить структуру баса, где начинается атака, как играет само тело звука и как он затухает. То есть он точно не слитный, не сплющенный, а будто бы разобранный буквально по слоям, с отличной читаемостью в миксе. И в итоге низкие частоты в Yanin Canon Pro — это про максимальную чистоту, скорость и вовлеченность. Он не навязывается, не старается произвести на вас впечатление безумным количеством, но в то же время дает именно то ощущение глубины, которое нужно для полноценного музыкального погружения. Он очень быстрый, прозрачный, с отличным панчем и детальностью, но без перегибов и без рыхлости. Это именно тот случай, когда ты не устаешь от баса, а наоборот, с каждым новым треком хочешь слушать его снова и снова, потому что он по-настоящему музыкальный, живой и правильный. Ну а средние частоты в Yanin Canon Pro — это именно тот уровень звучания, который хочется назвать максимально нейтральным и естественным. Они звучат очень чисто и прозрачно, без всякой там лишней добавленной плотности или тяжести, которая часто бывает в нижней середине у менее сбалансированных моделей. И здесь ты буквально чувствуешь, что середина была освобождена от всего лишнего, и остается по сути только суть. Чистый ровный тон с тонкими оттенками и естественной музыкальной энергией. Из первых минут прослушивания становится сразу понятно, что эта середина не пытается выбиваться на передний план или привлечь к себе внимание навязчивой какой-то яркостью, как в более энергичных моделях. А напротив, здесь она очень ровная и правильная, спокойно подчеркивающая выразительность инструментов и вокала и оставляющая им пространство для их раскрытия. И все на выходе здесь звучит очень легко и свободно, будто воздух в комнате стал чуть чище, а музыка стала чуть прозрачнее. И такое ощущение, что у этих наушников реально очень быстрые переходные процессы, которые не дают звуку размазываться или сливаться. Поэтому даже самые сложные и насыщенные партии остаются очень читаемыми и ясными, да так, что любители задорного рока или металла здесь точно будут довольны. И кстати, особенно это проявляется в нижней середине, где она ощущается достаточно легкой и подвижной, и нету никакого намека на перегруз или тяжесть, которая могла бы уже давить или создавать вот этот эффект замутненности. Напротив же, эта часть диапазона в этих наушниках словно была освобождена, и за счет этого создается просто какое-то удивительное ощущение пространства и свободы. Звучание не давит на вас, не нагружает, а позволяет треку дышать и развиваться, и это дает ощущение более такой открытой и в какой-то степени воздушной сцены, где инструменты не давят друг на друга, а очень органично сочетаются. Но вокал в Canon Pro подается
очень натурально и деликатно, женские голоса звучат легко, без сибилянтов и каких-то резких верхних призвуков, что делает их приятными даже при длительном прослушивании. Но мужские партии тоже звучат ровно и четко, но с небольшой легкостью в нижней части. А вот что касается инструментов, то они передаются прям с отличной прозрачностью и очень хорошей читаемостью. Гитары звучат живо и естественно, с легким послезвучием, которое добавляет как раз глубины и пространства, а клавишные подаются с четкой и быстрой атакой и очень плавным затуханием, что создает ощущение максимальной легкости и свободы в подаче. И особенно приятно мне было услышать струнные инструменты, которые словно сохраняют всю свою тонкую фактуру, но без какой-то режущей колкости, и при этом они звучат очень деликатно и естественно, но не теряют детализацию. И в итоге средние частоты в Yanin Canon Pro это про нейтральность, естественность и воздушную прозрачность без лишних акцентов и окраски. Это именно та середина, что не пытается выделиться, а очень деликатно подчеркивает естественные тембры, расширяет звуковую сцену и помогают прочувствовать музыку такой, какой она есть. И благодаря этому звук остается легким и комфортным, и не утомляет даже при длительном прослушивании. И каждый раз раскрывает композиции буквально с новой стороны, легко, открыто и очень музыкально. Но высокие частоты в Yanin Canon Pro это буквально отдельный уровень прозрачности и детализации, который действительно вас впечатляет. Они звучат очень чисто и открыто, и здесь нету ни малейшего налета резкости или колкости при использовании нейтрального источника. Зато есть просто какая-то невероятная легкость и воздушность, словно звук буквально парит в пространстве. И верх по восприятию в этих наушниках прям реально очень быстрый, словно с молниеносной атакой, что позволяет каждому переливу и каждому звенящему акценту звучать максимально живо и естественно. И технически верх в этих наушниках очень продуманный, и я бы даже сказал очень взрослый и аналитичный, но при этом абсолютно комфортный для слуха. И тут ты слышишь буквально все, от самых тонких и едва уловимых шорохов до мельчайших оттенков вибраций на тарелках и струнных инструментах. И эта способность расслышать все микронюансы просто поражает. И именно благодаря такому высокому разрешению верх в этих наушниках раскрывает музыку буквально с новой стороны, открывает детали, которые в других моделях уже просто где-то теряются. И что, как по мне, очень важно, так это то, что при этом этот верх вас не раздражает, не режет слух даже на высокой громкости. Все подано здесь максимально интеллигентно и с отличным контролем. Атака звука четкая, быстрый переход к затуханию позволяет сохранять вам ясность и пространство между нотами, и вся верхняя часть звучания остается очень чистой и разборчивой, без какого-то слияния и каши, что дарит вам ощущение полной свободы и воздуха внутри композиции. Но все же я хочу отметить, что особенно классно вот именно такой верх раскрывается на живой и акустической музыке, где как раз таки очень важны самые тонкие переходы и естественные послезвучия. И ты буквально здесь слышишь дыхание музыканта, легкий шелест пальцев по инструментам и тончайшие вибрации, и даже едва уловимый шум зала. И все это звучит очень естественно, как будто ты сам сейчас присутствуешь на живом концерте. И при этом я отмечу, что нету никакой назойливости или искусственности в подаче этих наушников. И как по мне, тут все очень естественно и гармонично по восприятию. И в итоге высокие частоты в Yanin Canon Pro это про чистоту, скорость, техничность и настоящую безумную прозрачность, которая позволяет вам услышать и почувствовать каждый микронюанс. Это очень взрослый, зрелый верх, который не только раскрывает музыку, но и дарит вам настоящее удовольствие от прослушивания, не утомляя и не раздражая слух. И такой верх реально хочется слушать долго и внимательно, потому что он делает звук живым, воздушным и невероятно точным. Ну и конечно, звуковая сцена в Yanin Canon Pro это то, что сразу заставляет тебя погрузиться в музыку с головой. И она по восприятию здесь действительно трехмерная, словно ты сам оказываешься в самом центре происходящего. И каждый инструмент, каждый звук располагается вокруг тебя с просто какой-то потрясающей точностью. И эффект погружения внутрь трека здесь ощущается очень ярко, будто ты находишься сейчас в каком-то живом пространстве, где все дышит и буквально живет своей жизнью. И по ширине эта сцена раскрывается очень широко, но при этом она не теряет фокуса. И ты получаешь ощущение, что звук не просто был растянут по бокам, а словно живет в реальном пространстве, где каждый инструмент занимает свое место с нужным расстоянием от тебя и от других элементов. И это не какой-то размазанный или плоский эффект, а именно объемный звук, в котором можно легко уловить пространственные эффекты и всю локализацию. И при этом глубина сцены у Canon Pro тоже на высоком уровне. Все инструменты располагаются по разным планам, да так, что у вас создается ощущение настоящей глубины пространства. Передний план очень четкий и яркий, а задний звучит очень естественно и
даже слегка размыто, создавая настоящую иллюзию расстояния. И это дает музыке дополнительную реалистичность и помогает вам лучше прочувствовать всю атмосферу записи. И что особенно радует, это отличное разделение планов и инструментов. И здесь нету ощущения какого-либо слияния или каши, поскольку каждый элемент микси звучит четко и независимо. И можно без каких-то там проблем сосредоточиться на отдельном инструменте, проследить его партию или нюансы игры. И при этом остальные инструменты остаются по-прежнему на своих местах, не мешая и не заглушая друг друга. И такое разделение позволяет вам слушать музыку очень внимательно и подробно, наслаждаясь деталями и одновременно общей картиной. И в итоге звуковая сцена в Yanin Canon Pro это просто какой-то идеальный баланс ширины, глубины и точности позиционирования, который создает настоящее погружение. Она одновременно и просторная, и концентрированная, очень правильная и самое главное естественная, благодаря чему музыка в этих наушниках звучит максимально живо и объемно. В общем, ребята, это именно тот случай, когда наушники позволяют вам раствориться полностью в звуке. Ну а вывод у меня получился таков: Yanin Canon Pro это гибридные наушники, которые реально цепляют своей музыкальностью и сбалансированным звучанием. Они не пытаются впечатлить вас каким-то безумным басхедным количеством баса или утомительной яркостью верхов, а делают акцент на чистоте, прозрачности и естественности во всех диапазонах. Бас здесь очень быстрый, очень четкий и текстурный, без малейшей какой-то мутности или раздутости, ну а середина очень нейтральная, прозрачная и легкая, и дает музыке необходимый воздух и свободу. Ну а верх очень детальный, аналитичный и невероятно техничный, раскрывающий абсолютно все микронюансы записи. Но также отдельно, я считаю, стоит отметить и потрясающую звуковую сцену, трехмерную, объемную и очень живую, с отличным разделением инструментов и чувством пространства, которое вовлекает и не отпускает. И все это вместе дает вам на выходе очень комфортное и взрослое звучание, которое не утомляет, а позволяет слушать музыку буквально часами, открывая в ней самые новые детали и эмоции от прослушивания. Именно поэтому эти наушники точно заслуживают вашего внимания. И если вы цените максимальную детализацию, общую прозрачность и естественность звучания, то от себя я смело рекомендую вам эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!